Привет, мои дорогие, с вами Ева. Приветствую всех постоянных зрителей моего канала и новых гостей канала, которые попадут на этот расклад. Сегодня будет расклад, просто вот удивительный. Если вы попали на этот расклад, то это просто удача. Это не просто так. Вот сегодня уникальный момент и для меня, и для вас, и для всех, кто сегодня собрался в этом пространстве. Будем сегодня смотреть на колоде Art Nouveau. Я взяла ее сегодня с собой. Она у меня с собой сегодня. Я в поездке. По названию видео вы уже поняли, что расклад непростой, взлет вашей судьбы. Пока я мешаю колоду, расскажу предысторию, что же произошло. Еще буквально 2 часа назад я сидела в Бодруме, 2,5-3 часа назад я сидела в Бодруме в аэропорту, потому что я вылетала в поездку. Сижу в аэропорту в лаунже и думаю, отлично, у меня есть 1,5 часа, сейчас я запишу тот самый расклад, который вот у меня уже пару дней приходит к вам мысли записать про вашу судьбу, какие изменения идут. И как только я поставила камеру на табло, хотя все рейсы за 10 минут начинается посадка, мой рейс почему-то за час. И тут я собираю все свои вещи, микрофон, все это, бегу на посадку, прибегаю последняя, сажусь в аэропорт, сажусь в самолет и лечу. И думаю, боже, как же так сложилось, интересно, хотела вам записать расклад, но как будто бы, знаете, вот события даже быстрее, чем вы думаете, то есть они уже идут на опережение. Вы думаете, что вот сейчас я сяду, сейчас раскачаю, сейчас начнется что-то, но штука в том, что все, кто смотрит этот расклад, вы попали, вы еще этого даже, может быть, и не понимаете, но вы уже в потоке событий, уже начало закручиваться, вы уже из этого аэропорта своей жизни отчаливаете, у вас уже начался этот взлет в судьбе, понимаете? У вас уже начались новые предпосылки к новым вещам, понимаете? У вас уже новые идут какие-то очень судьбоносные вещи, понимаете, будут происходить. Очень быстрые судьбоносные вещи сейчас будут происходить. В общем, я сижу уже в Варшаве, в центре города, в прекрасном месте, в прекрасном отеле. И сейчас для вас хочу прочитать этот расклад. Ну что, начнем? Стартуем. Что-то еще хотела вам сказать. В общем, по ходу вспомним. Взлет вашей судьбы. Какие перемены в вашей судьбе намечаются? Что именно будет происходить? Сейчас немножко в поток войду, потому что я сумбурная, я же говорю, буквально вот. И я первым делом, представляете, я зашла в номер, первое, что делала, я взяла карты Таро и села вам записывать расклад. Я не могу никуда уйти, потому что мне еще в самолете сказали, что вот как только ты зайдешь, ты должна записать этот расклад. Я не знаю, что будет на раскладе. Сейчас посмотрим. Сегодня долгое вступление, в общем-то так. Давайте, погнали. Значит, настраиваемся на вас. Карта выходит первая, отшельник. И мне она, понимаете, вот сейчас она, вот в контексте всего, что сегодня произошло, я вам сказала, что вы начинаете свой путь. Вы уже путник. Вот здесь отшельник, именно вот, понимаете, вы прокладываете свой путь. Вы пока еще не понимаете, вы еще, понимаете, это не тот свет в конце туннеля, на который вы идете. Это не какие-то, вот знаете, прожектора света, которые на вас, как человек, который выступает на свете, вас освещают. Это тот свет, который идет у вас изнутри. Это свет, который вы проецируете из себя. Понимаете? Вы вот из этого состояния отшельника вы выходите в состояние человека, который своим внутренним накопленным светом, огромной жизненной энергией, опытом, огромным... Вот знаете, вот вера и надежда, вот это вот отсюда у вас такой луч света, луч добра, который идет вперед. Именно этим вы сами, вот как с фонарем идете, освещаете себе свой путь, прокладываете. Мне прям вот идет, что у вас будут сейчас события складываться. Вы хотите, вы даже смотрите этот расклад, вы хотите, возможно, услышать о том, что я вам скажу, вот у вас когда-то будет там, у вас будет то-то, у вас будет то-то. Даже кто-то мне, кстати, писал в комментариях, буквально сегодня я писала, что, а где конкретно, вот что конкретно будет происходить? Вот нам показывают, понимаете, что конкретного никто не знает, ни карты Таро, ни вы, никто, ни Господь Бог. Вы сейчас прокладываете свой путь, вы творите свою судьбу прямо сейчас. Вот вы идете, и фонарик освещает. Вы когда в темноте ходили с фонарем, ровно только то, что вы видите, ровно только то, что вот возле вас освещается, чтобы сделать следующий шаг. Вам не нужно знать на 10 шагов вперед, вам нужно знать на следующий шаг и двигаться. Вот точно так же, как вот то, что у меня случилось абсолютно перед этим раскладом. То есть я хотела записать расклад, но тут же начали меняться события, и мне пришлось действовать иначе. Я уже, когда сюда приехала, у меня совершенно было уже другое, понимаете, состояние. То есть мне не дали записать расклад в аэропорту. Знаете почему? Потому что вы уже не в точке ожидания. Я сидела в зале ожидания. Вы уже не в зале ожидания.
вы уже не в зале ожидания, вы уже начали этот путь. Вы думаете, что вы, понимаете, вот карта повешенной сразу приходит подтвердить. Вы пока еще думаете, что вы в стадии ожидания, что пока еще нужно подождать, еще пока мое не время. Вот это вот, или вы о чем-то планируете, чтобы себе наметили, встреча мужчины, какие-то ваши любимые там какие-то желания, все что угодно, вот все, что вы себе запланировали. Вы думаете, что это, как сказать, это вот где-то потом. Оно вот, я о нем мечтаю, я не очень верю, кто-то верит, кто-то хочет, кто-то даже пытается сделать шаги какие-то, но как будто бы это где-то там еще далеко. Потому что вы очень долго ждали, вы не думаете, что это прямо сейчас. Но нам карта показывает, понимаете, вы очень долго вы ждали. У вас, кстати, была жизнь сейчас такая, знаете, понимаете, у вас, возможно, было много всего в жизни, много каких-то событий, ситуаций, того, что нужно было делать, и какой-то рутины. Но она вас не наполняла, понимаете, она вас не наполняла, не делала вас счастливой. Так вот сейчас начинается какой-то такой взлет судьбы, какой-то будет, понимаете, вот шаг за шагом. Один шаг сделал, следующий шаг увидел. Второй шаг сделал, следующее увидел, понимаете, вот поступательное движение. Не так, что я хочу запрыгнуть вперед и думать. Сейчас у многих людей, работников света, у людей, которые перешли в новые вибрации, они по-старому хотят. Они думают, что вот я себе сейчас увидел всю свою жизнь и иду. Вот как раньше там. Вспомните в советское время, наши родители, наши бабушки, дедушки. Они как? Они уже родились, они уже знали, что они будут делать через 5 лет, через 10 лет, на какой курорт поедут, что будут делать, когда купят машинку. Сейчас мы выходим в новую эру. Есть день, есть пища. Вот сегодня я себе это захотела, сегодня сделала. Вот эти вот все планы насильно вперед невозможно, потому что вы будете очень быстро меняться по отшельнику, вы будете очень быстро перестраиваться. Вы человек, который будете жить духовной жизнью и жить, ну, как бы идти по жизни духовным путем. Потому что вы ожидаете идти по жизни опять подхрамывая с какими-то поддержками, с какими-то трудностями в старых энергиях. Но люди, которые не перешли в новые вибрации, которые пока не поняли, что такое сотворчество, что такое вообще любить себя, что такое взаимодействовать со своим внутренним я, ежесекундно разговаривать с собой и жить в свете и любви, те люди сейчас будут идти как на костылям. Им будет очень даваться тяжело жизненный путь, очень тяжело. Но вы не такой человек. Вы уже, как бы понимаете, вы человек, который умеет идти. Понимаете, вот там, то, что я говорила, пятерка, да, пентакли, это люди, которые живут в постоянной нужде, в постоянном ощущении кризиса. Но вы абсолютно, понимаете, по жезлов, вы абсолютно уже другой человек. Вы человек новой вибрации, вы человек, который действует по ситуации. Даже то, как я хотела записать этот расклад, говорилось о том, что действую в потоке. Если сейчас не получилось, так надо, сделаешь потом. И я рада, что у меня не получилось там записать. Там, возможно, был бы плохой жлук, я бы не успела там сказать все, что я вам хотела сказать. Может быть, на последних 10 минутах расклада у меня бы таки началась посадка, понимаете, и так далее. Но, и как только, вот представляете, просто синхронистично, я только поставила, посмотрела на часы, думаю, так, окей, вставляю, начинаем расклад. И ровно в эту секунду, как я начала запись, у меня по микрофону объявили мое имя, что я должна идти на посадку. Понимаете, ваше имя объявили. Ваше имя объявили. И здесь очень для многих это говорится именно о мужчине. Многие, кто смотрит сейчас расклад, конечно, вы хотите какой-то перемены в жизни, вот я смотрю, вы хотите достатка, вы хотите, чтобы денег, вот, понимаете, вы скажете, этого хотят все. Нет, но вы этого не так хотите. Вы хотите это так, что вы, понимаете, вы для этого очень много сделали. И вы очень много трудились, очень много работали, прошли огромный путь. И вы сейчас, понимаете, этого хотите как... Не то, что зарабатывать своим как бы горбом, вот тяжело, вы хотите, чтобы вам это легко пришло. И чтобы, понимаете, это вот было как-то связано с мужчиной. Вы хотите, чтобы уже как-то мужчина решал ваши проблемы. Чтобы он как-то был действительно опорой. Действительно вот как-то вот можно было позвонить и сказать, слушай, у меня тут что-то случилось. И вот он здесь рядом. Понимаете, он такой практичный, конкретный. Он всегда может помочь и деньгами. И мне там что-то не хватает, дай деньги. Я себе помаду хочу купить, я хочу сумочку себе купить. Милая, покупай, понимаешь? Вот вы этого хотите. Вы этого хотите, это прекрасно, в этом нету ничего. Вы можете все сама, понимаете? Вы можете, вот по всем картам, которые вы ходили, вы понимаете, вот по жезлов, вы можете все сама, но вы просто уже не хотите, понимаете? Вы хотите полного счастья, вы хотите полную чашу, вы не хотите наполовинку, вы не хотите, понимаете, вот опять быть, этим, знаете, мужиком этим, с яйцами, понимаете? О, боже, что это я такое сказала? Вот кто-то сегодня на расклад умеет остроту добавить в свой словарный запас.
Признавайтесь, кто говорит такие слова. В общем, первый раз в жизни такое сказала. Даже, видите, как-то из моих это уст как-то корявенько прозвучало. Без опыта, понимаете, опыта мало. Так вот, понимаете, вот у вас уже есть, понимаете, вы хотите полную картину счастья. Никаких компромиссов вы не хотите, потому что вы пробовали компромиссы. Вы пробовали жизнь, когда есть это, но не хватает того, когда нету баланса. Когда, допустим, вы реализованы в карьере, но хромает личная жизнь. Когда хромает личная жизнь, и вот я смотрю, кстати, многие девочки здесь смотрят, они даже уже подумали, что ну пусть будет хотя бы я себе какое-то счастье, какую-то гармонию себе смогла найти, вот уже бог с ним, с личной жизнью. Ну вот какая-то работа есть, и ладно. Или там что-то есть, и ладно. Вот у вас такое иногда звучит. Вы себя пытаетесь себя как-то успокоить. Но по картам, которые нам показывают сегодня, что уже успокаивать себя не нужно, понимаете? Вы уже находитесь сейчас в пути по шестерке пентаклей. Вы уже процесс, знаете, вот уже... Вот мне идет прям, помните, Белоснежка и 7 гномов? Уже она запрягла. Эти 7 гномиков сейчас будут трудиться на ее благо. Белоснежка и 7 гномов. Ну, сегодня Белоснежка и 7 гномов сегодня. Боже. Взлет вашей судьбы. Взлет вашей судьбы. И не зря все-таки, вот я думаю, почему же все-таки аэропорт, я не могу, почему мне так вот это шло, что я должна записать расклад в аэропорту, и таки не получилось. И я уже записываю расклад не в том месте, откуда я летела, а куда я прилетела. Потому что у вас будут переезды. Ровно у половины людей, которые сейчас смотрят этот расклад, или будут поездки в ближайшее время, но, скорее всего, здесь расклад судьбоносный про судьбу. У вас будут смена локации. И неважно, когда это отыграется, жизнь, она у всех разный темп, понимаете? Есть люди, которые проживают не знаю, там, за 1 год то, что другие люди за 10, за 20 лет не проживают. Я скромно скажу, я такой человек, например. И вы такие, понимаете? Вы пришли на этот расклад, половина людей, вот я половина людей, вот можете на 1-2 рассчитаюсь. Вот половина людей, которые здесь на раскладе, вы... очень быстро проживаете свою жизнь, у вас интенсивная жизнь, вам нравится жить интенсивно, и вы хотите, у вас будет переезд в другую страну. И я же говорю, вот то, что я говорила, не про интенсивность, неважно, год, 2, у кого-то в ближайшие даже месяцы могут быть переезд. Ну вот, понимаете, я записываю расклад уже на новом месте. У вас будет новое место жительства, и это будет... Ну вот у половины, как я и сказала, здесь 50 на 50, половина, расклад общий, да? Вы должны это понимать. Поэтому еще хотела прерваться. Вот, знаете, вот иногда какие-то комментарии мне оставляют, на которые хочется ответить для того, чтобы пояснить другим, да, людям, которые смотрят мои видео. Вы понимаете, расклад все-таки общий. И нужно понимать, что вы должны брать из него, то есть это же, понимаете, я же говорю какой-то лейтмотив. Это как музыка-мелодия. И каждый слышит одну и ту же музыку, одна и та же музыка играет, но слышит разное. Понимаете, вот это мои расклады. Играет мелодия, каждый слышит то, что ему нужно услышать в контексте своей жизни. Поэтому конкретику, ну, это может быть только на личном раскладе. Если вам он нужен, вы можете обратиться ко мне. Вы знаете мой телеграм, он в закрепленных сообщениях, да? Но на общем раскладе я даю вам мелодию, вот этот звук, понимаете? Свет такой проливаю, а вы его расшифровываете под свою жизнь, и оно у вас будет ложиться. Так вот, у половины людей, которые смотрят сегодня расклад, будет переезд в другую страну. И связано это будет с мужчиной. А, кстати, вот недавно у меня же выходил расклад. Райское, будущий муж, рай на земле он вам подарит. Вот именно так расклад и назывался. Слушайте, вот эти 2 расклада 100% связаны. И, кстати, даже настроение у меня абсолютно, вот понимаете, кстати, я записываю на фоне на кровати. Первый раз у меня, кстати, такое на канале. Это тоже связано. Это однозначно сегодня про отношения. Понимаете, судьба дает взлет. Ваша судьба дает взлет к новым горизонтам. И там будет мужчина. Видите, там у меня был, помните, на том видео райский, там, кто смотрел этот расклад, там у меня был райский пейзаж, я как-то словила кадр, не каждый раз, ну, как ты садишься в кадр, ставишь как-то свет, да, потом посмотришь в кадр, боже, там такой вид. Вот сейчас я села, я поставила просто на свет камеру, и я поняла, что, боже, у меня там двуспальная шикарная кровать, у меня такой просто шикарный такой царский номер, царский, понимаете, царская жизнь. Вот у половины, по сравнению с тем, как у вас было до, и что вам принесут эти перемены, вы будете чувствовать себя по-царски.
У каждого же это свое, понимаете? У всех разный уровень жизни был до, у каждого разный жизни был опыт до. Но вот то, как это для вас отыграется, эти перемены, это будет, знаете, прям королевский подарок. Но мужчина, понимаете, это все же все-таки придет, как я и сказала, даже не для половины, а для большинства. Я не договорила про двойку жезлов, да? То есть для половины это будет переезд, а для половины это будет, вот все-таки снова мне пришла эта карта, да, чтобы я сказала, это будет про новое начало, про изменения, про абсолютно другой образ жизни, про другой способ жизни. У вас будет возможность посмотреть на себя, на то, как складывается ваша судьба, что вы выбираете совершенно по-другому. То есть это будет, ну, что-то, понимаете, для вас невообразимое. Вот. То есть это пойдет не через мужчину, но через ваши какие-то достижения, возможно, да, через ваше процветание. То есть у вас будет своя копеечка, свое изобилие, свое дело, свое занятие. То есть у половины, кто смотрит расклад, отыграется именно вот это изменение жизни через мужчину. У кого-то через, да, через вот именно через то, что вы начнете развиваться. Да, ну вот есть, ну вот понимаете, вот сейчас я сказала половина, но мне идет, что вот, есть девушки, которые на этом раскладе, у которых это связано, и которых будет то и то. Мне снова перемешала, выходит эта карта. Вы знаете, нет, не половина для половины. Просто почему я вам сказала про половину, сейчас я объясню, просто мне с потока идет, и видите, я очень быстро говорю, я знаю на раскладах, возможно, кому-то сложно слушать, ставьте на замедление звука, потому что из потока идет, я, видите, даже иногда не успеваю озвучить все. Так вот, здесь это о том, что девятка пентаклей, о том, что вот это изобильное, благостное, стабильное состояние в жизни, оно придет для кого-то через мужчину, вернее, для всех через мужчину. Вот, я сейчас поясню. Для всех оно придет через мужчину, кто смотрит расклад, практически для всех. Но для кого-то это будет переезд за границу, вот. И именно таким образом, в другое место, в другой город, возможно, в другой район. Может быть, вы жили в каком-то районе, в каком-то повышении уровня жилья или жизни. То что-то такое будет. Не зря вот этот расклад райский, да, райская жизнь, рай на земле с мужчиной. А для кого-то, понимаете, это вот эта встреча с мужчиной, просто сама уже встреча, она будет взлетом в вашей судьбе, понимаете? То есть даже вам не нужен никакой переезд, просто даже то, что появится такая любовь, такие отношения, и то, как они будут складываться, что вы будете вместе делать, как вы будете, какие планы вместе строить, понимаете? Вот это вот все будет давать такое общее как бы направление, понимаете? Взлет судьбы. Взлет судьбы такой у вас, да. Ну, видите, все у нас здесь по королям идет. Мужчины-то какие, видите? И вы были королева жезлов, да, вы выходили королевой жезлов в начале, а мужчина король мечей. Кстати, вот не раз на раскладах выходит король мечей. И я уже не устаю повторять, что именно в этих раскладах, как мне идет из потока, именно на эту карту, на этой колоде, это мужчина не холодный, это мужчина расчетливый в хорошем смысле. Вот как я записывала расклад, вот вы королева, там тоже выходил, я помню, король мечевой, мы там много о нем говорили, я говорила о нем много. Так вот, посмотрите, если вы не видели этот расклад. Или вы попали, может быть, кстати, на мой канал через тот расклад, то этот мужчина, понимаете, он... Вот я, видите, вот задумалась, я вот так смотрю, просчитывает, человек просчитывает. Есть мужчины, которые живут, я подарю тебе остров, я подарю тебе звезды, я подарю тебе весь мир, милая. А на деле вот долечка с маком. А вот эти мужчины, вот этот мужчина, который приходит к нам на расклад уже который раз, по-моему, уже второй или третий раз, это мужчина, который делает все точно, просчитывает. Он не будет говорить, я подарю тебе этот остров, если он не будет точно уверен, если он не просчитает, если у него на это ресурс, возможности, деньги. То есть он не будет в вас втягивать отношения, которые не потянет. Он не будет вас вести за границу, если он не потянет. Он не будет звать вас замуж, если он не будет хотеть семьи. И это вот... Понимаете, вот в этом смысле, вот, то есть он прагматичный в этом смысле, в хорошем, расчетливый в хорошем смысле. То есть человек, как вам сказать, то есть человек продумывает то, что он делает, он не дает пустых обещаний и слов. Вот это мне про него идет. Вот, вроде бы сказала. У меня там очень красивая классицизм, такие здания. Я вам запишу.
Я, наверное, в этой локации еще сделаю какой-то один расклад, если успею. И покажу вам в следующем видео. Сейчас уже просто времени мало. У нас выходит здесь карта справедливость, но она, видите, она здесь как королева мечевая выходит, понимаете? Королева мечей у нас выходит, и карта, понимаете, для меня вот всегда на этой колоде вот эта королева мечей и справедливость, они сплетаются. Это вот то, что я вам хотела сказать, потому что вы тоже теперь все взвешиваете. Вот эта карта вот не просто так вышла, потому что вы хотите жить уже взвешенно, вы не хотите, знаете, вот просто вот там встретились на страстях, что-то, влюбились, захотели. Вам это здесь вот это просто по горло уже все, вам от этого тошно. Вы даже когда слышите вот такое, вот вам уже тошно. Вам от мужчин, которые дают вот эти сладкие обещания, которые что-то рассказывают, и они такими себя рисуются, впечатляют вас. Вам это все просто. Вы даже когда это видите, вам вот у вас вы глаза можете закатывать. Мне идет вот так вот. У вас прям подташнивает начинает, понимаете, потому что вы уже съели пуд соли на этом. Так вот, и вы теперь в этом положении, вот это в хорошем смысле тоже, порезала палец, да, расчетливая, это в аэропорту, кстати, открывала эту бутылку, у них не было. Это, представляете, вот. И почему, кстати, я сейчас обратила на это внимание, тоже не просто так. Вот то, что я вам сказала, понимаете, вы просто кровью и потом прошли те вещи, которые вы прошли. И вы больше вообще не хотите каких-то призрачных замков, вот, призрачных замков, иллюзий, сказочек. Сказочки мне просто не рассказывайте. Ева, ты тоже мне просто сказочки не рассказывай, говорите мне вы. Ева, скажи только, как оно будет. А я здесь человек подневольный. Подневольный. Мне что передали, я то и говорю, понимаете? Что передали, то и передаю. Приходит человек, который будет действовать. И вы будете та, которая будете хотеть действовать. Практично, конкретно, без всяких там, а когда-нибудь да кабы, а если я это сделаю, то заработаю, а если мы это сделаем, то мы это сделаем, без вот всяких вот этих там обещаний, абы-кабы, да кабы, выросли вы грибы, да, там, или как там говорится, в лесу выросли грибы. Вот вы этого всего больше не хотите. Все, вы готовы вставать на путь, новые возможности с новым человеком, по-другому выстраиваем свою жизнь. И, кстати, мне вот идет, сейчас посмотрим, мне идет из расклада, что, понимаете, почему это так? Потому что вы раньше были достаточно импульсивная. Вы были импульсивная, вам нравилось ввязываться в какие-то, знаете, вот такие вот, не знаю, там, прыгнуть с водопада вперед, ну, условно, по жизни. То есть намечается какая-то рискованная история, какое-то занятие, которое непонятно, выгорит или нет, идем. То есть все, что вызывало у вас там, где вы можете прокачать свою силу воли, как-то проявить себя, что ли. То есть там, где вот нужно было вступать в какую-то борьбу, сопротивление, вам это даже раньше в каком-то смысле нравилось, потому что вы от этого получали даже какую-то зависимость, адреналин, то есть какое-то вот ощущение жизни. Все, я поняла, как это объяснить словами. Простыми словами, то, что мне идет. То есть вы часто жили так, попадали в такие ситуации, где вы... Что-то я за это зависла. Такая красота вокруг. Это тоже не просто так, сейчас мы к этому вернемся. Давайте договорю. Так вот, вы очень часто ввязывались в какие-то ситуации, потому что вот вам там хотелось, я смотрю, это по родовым программам шло, это шло по каким-то, знаете, вот ваши эмоции, то есть по вашим травмам вас влекло в какие-то вещи, которые неоднозначно сомнительны, которые могут... Вы как бы даже вот понимаете, что вот с этим человеком я вступаю в эти отношения, я себя обретаю на какой-то риск, но вам это нравилось, вот эта неизвестность. Вот эта неизвестность, вот это вот какая-то там, значит, если есть неизвестность, значит, есть какой-то шанс. Вот, я поняла теперь наконец-то. Если есть какая-то неизвестность, если есть там какое-то нужно проходить сопротивление, сложности, значит, есть какой-то шанс, и значит, я там побежу, я себя проявлю, я же молодец, я же хорошая девочка, я же это победитель с яйцами, вот я, значит, это сделаю, понимаете, эти преграды все пройду. Но вы в итоге... Это вас привело к разрушениям. И вы сейчас поняли, что это не рабочая стратегия жизни, не рабочая. И теперь нужно потихонечку, шаг за шагом, как у нас выходил отшельник, шаг за шагом, понимаете, выходит опять. И эти все карты по кругу выходят, то, что я не договорила, понимаете. Теперь вы будете взвешивать спокойно, по-королевски, по-царски. Вот в царских мы хоромах сегодня по-царски вы будете все, понимаете, теперь делать.
Мужчина зовет, приезжай ко мне в гости в другой город, ты ему скажешь, класс, давай. А на какой день ты мне купил билет? Условно. Или вас куда-то зовет, короче, вы захотите конкретики, вы захотите конкретных, вы уже сейчас хотите, вы хотите конкретных, как бы, ну, проявлений человека, конкретных обещаний, конкретных, не просто там где-то, когда-то мы с тобой будем счастливы. Сейчас, сегодня, давай будем счастливы. Вот как? Да? Вот мужчина начинает ухаживать, да, и вот если вы не чувствуете какой-то от него, понимаете, человека, за которым вы можете пойти, на которого вы сможете опереться, вы больше в такие отношения не войдете. Вот сейчас я хорошенько перемешаю, но мне кажется, эта карта будет сегодня выходить, пока вы не поймете, что вы уже больше не поведетесь ни на какие пустые обещания, как бы они ни звучали. Вы понимаете, это же не просто, что вы какая-то раньше были глупая или нет, просто у вас появился жизненный опыт, вы по-другому смотрите на себя, на ситуации, на свою жизнь, и вы теперь, если раньше вот вы видели, как оно есть, то сейчас вы вот шторы одергиваете, понимаете, вот так вот было занавес, вы его одергиваете, и вы видите истинную картину. А раньше вам нравилось, поиграемся, весело, классно. Не знаю, чем я тут занимаюсь, что это такое, что это сейчас было, сейчас я не знаю. Это, понимаете, вот это потому, что вы в это увлекались. Вы как ребенок, вы думали, жизнь игрушка. Вы думали, что вы сейчас поиграетесь и все, понимаете, и это все пройдет. Но на самом деле, понимаете, вот вы поигрались в это все, вам это принесло, вот по башне нам выходило разочарование, боль, и вы поняли, что, боже, это все не игрушки, это все серьезно, это моя жизнь. И вроде бы все классно так начинается, а потом я разбитая, моя жизнь разбитая. Как теперь себя собрать? И сейчас вы будете все начинать из баланса. По справедливости, по королеве жезлов вы будете очень спокойно, и мужчина будет король жезлов, жезлов, почему я вообще жезлов говорю, извините, мечей, королева мечей, то есть все очень, король мечей, королева мечей, то есть очень спокойно, очень, как сказать, у меня просто там башня, жезл такой, этот шпиль, жезла. То есть вы сейчас, понимаете, вы будете искать баланс и гармонию, вы не будете пускаться очень быстро, вы будете пропускать через себя. Любое решение любого человека, любую ситуацию, вы не будете сразу говорить «да» на что-то, понимаете, или сразу вписываться во что-то. Вы будете пропускать через себя, и только тогда уже делать какой-то шаг. Это очень важно. Это, знаете, это настолько вот взрослая, настолько гармоничная, настолько счастливая пора у вас начинается. То есть вот это, понимаете, вот взлет судьбы, такой вот, понимаете, золотой век вот вашего правления, вашей жизни, понимаете? Очень классная. Ну вот, понимаете, вот что вот вы, женщина, понимаете, вы женщина, которая сможет наполнить императора счастьем, любовью, понимаете, и усилить его. Вот вам, понимаете, вам уже нужен такой стабильный мужчина, который уже с опытом, который не будет, вот, знаете, пустые слова. Он сядет, подумает, рассудительный, спокойный, он не будет суетиться, не будет наводить суету, не будет вам давать ощущение вот этого беспокойства. То есть именно своей уверенностью он будет вас расслаблять и делать вас очень гармоничной. Какой сегодня, слушайте, какой сегодня очень красивый расклад. Вот это поставлю на заставку. Вот заскриньте себе, вот это вот вы, понимаете, вот в новом положении, не просто летящаяся, стремящаяся куда-то, рвущаяся вперед, а у вас же судьба дает такой взлет, что вы там уже, понимаете, на этой высоте, понимаете, вот в облаках. Вот как я в начале видео вам прикрепляла, вот вы в облаках уже партите, вы над этим всем. Понимаете, и мужчина, который тоже уже над этим всем, вот он этот мир понял. Он понял женщину, он знает, как с женщинами взаимодействовать. А я тогда подзависла на эту красоту, знаете, потому что сейчас такой момент, что вы немножко иногда впадаете в суету. Даже я сейчас на раскладе чувствую суетливость из потока, спешность. Из-за того, что вы долго устали ждать каких-то перемен, вы сейчас начинаете суетливо какие-то делать действия непонятные, может быть, по жизни вы замечали. Но нам показывают, что в этом смысла нету. Вам как раз задача, вот этот взлет судьбы, он как раз на гармонию. И вам будут приходить обстоятельства, которые будут только усиливать вот это состояние гармонии, состояние равновесия, балансировать все сферы жизни, чтобы не только это, только то. А вот что как-то я успеваю как-то над всем поработать, все как-то вот в своей жизни, как-то вот выстроить, понимаете? И не перенапрягаю себя, понимаете? Десятка пентаклей выходит. Десятка пентаклей.
Интересно. И король жезлов. Десятка пентаклей, король жезлов. Ну вот, это то, что я вам сказала, понимаете? То есть вот из этой суеты, когда очень много было раньше шагов, очень много было действий, но результата было мало. Вы выходите в ситуацию, где большой результат и мало действий. То есть действия точечные. Вы действуете не раньше, вы знаете, вот как студенты, они и за эту работу взялись, и за эту работу взялись, и за эту работу взялись, и столько упахались, вы вспомните себя. А выхлопа мало. А теперь вы сейчас найдете такой путь, найдете себя, и самое главное во взаимоотношениях, что вы не будете там 10 мужчинам раздавать свое сердце, вы отдадите одному, но вы отдадите этому человеку, к которому вы присмотритесь, понимаете, и вот эти блага, они будут идти через этого человека. Здесь я понимаю, понимаете, вот здесь же тоже расклад подсказывал, вы выходили королевой мечей, и он королем мечей. То есть все, что я говорю про него, зеркально и про вас. Вы одинаковые. Вы одинаковые. Вот вы одинаковые. Почему одинаковые? Потому что и он, и вы съели пуд соли, прошли очень непростой путь, болезненный. Вы уже проходили жизнь тяжело, потому что, возможно, проходили его не своим умом. А теперь вы уже можете проходить его своим умом. Понимаете, уже совершенно другое начало. Понимаете, вот по карте дурак, она здесь, вы уже не дурак. Вот как раз здесь дурак, не дурак. Вы не дурак теперь. Вы начнете делать все очень, понимаете, вот свет это сзади как будто бы на вас идет, понимаете. Вы изливаетесь этим светом, у вас уже есть сзади вот этот опыт, он дает вам возможность видеть все, что впереди, и делать правильные шаги. И вот не в пропасть шагать, а бы как, а куда потом. Нет, сначала я подумаю, а потом уже сделаю. Ой, девочки, ну вы должны это понять меня, что сегодня расклад такой. И вот бежала еще 5 часов назад, я была 6 часов уже назад, пока мы сейчас записывали расклад, я сидела у себя дома. За это время я ехала в аэропорт, рулила час, потом я летела еще 2 часа, стояла в очереди, ехала на такси, зашла в этот номер прекрасный, шикарный, замечательный, где, понимаете, ложа королевская, для двух королева мечей и королева, и короля мечей, понимаете. И эти 2 человека, понимаете, у них двойка чаш, они находят друг друга. Это абсолютное счастье, гармония. То есть этот взлет судьбы, вот это, понимаете, вот это сияние судьбы, которое новое, понимаете, вот такая вот высшая точка счастья, она из-за того, что эти 2 человека, и он, и вы встретитесь, и вы оба уже цените гармонию, спокойствие, стабильность. Вам не нужны вот эти, понимаете, как сказать, какие-то, знаете, пустые обещания давать друг другу, а потом испытывать разочарование и боль. Ну что, идет он, конечно, идет, появится скоро, ждите своего любимого мужчину, которого вы будете любить, с чашей, понимаете, он уже в пути. Этот расклад про движение, про направление, про перемены. Карты это, понимаете, подтверждают. Мужчина, император снова выходит, понимаете? Взлет судьбы, понимаете, взлет судьбы. Ну да. И королева снова жезлов выходит. Король жезлов, королева жезлов. Император и королева. Вот вы посмотрите, вот и вы. Парочка. То вы были там в контексте двойки чаш, а теперь вы вот так вот. Королева и император. Прекрасная компания. Ой, девочки, такой расклад. Ну, в общем, я к тому, что это все очень сумбурно. Мне сейчас нужно прилечь, даже немножко отдохнуть и отправиться уже по делам. Вот. Я была рада для вас прочитать сегодняшний поток. Пусть новая жизнь, шикарная жизнь, королевская жизнь войдет, скажем так, уже в вашу привычную, скажем так, рутину, и для вас это станет уже неотъемлемой частью вашей жизни, потому что вы этого заслужили, как нам показали. С вами была Ева. Если вы хотите увидеться снова, подписывайтесь на канал, оставляйте, пожалуйста, в комментариях какие-то свои отзывы. Я читаю каждый комментарий, отвечаю, по возможности стараюсь отвечать на все комментарии. Вот. Особенно, когда вот вы пишете, такие теплые, я уже запоминаю аватарки. Я вот на следующий раз выпишу, поблагодарю лично каждого человека, которого я уже запоминала по имени, по аватарке. Я так рада вас видеть, когда я загружаю видео, потом оно выходит, и я вижу ваши комментарии. Это просто, вы знаете, вот мое сердце отогревается, что вам расклад этот срезонировал, что он принес вам пользу, что он поднял вам настроение, что он вам дал позитив. Это вот самое главное, понимаете, вот без света, без веры, без надежды, без позитива в
этом мире, ну, ничего невозможно сдвинуть с места, понимаете? Можно вот камни силами своими, мускулами двигать, но особенно нам, женщинам, понимаете, таким вот волшебницам, которые собираются у меня здесь на канале. У вас такая огромная внутренняя сила, понимаете? У вас такой огромный внутренний потенциал, что вы можете легко именно через любовь очень многие вещи менять. И пусть этот взлет судьбы будет для вас именно таким, каким вы хотели. До встречи на канале. Если вы хотите меня благодарить, есть кнопочка Thanks, сказать мне спасибо. Монеткой можно подписаться и стать спонсором канала, можно прийти на личную консультацию. Все, что вы хотите, все для вас.